Друзья, всем привет! Рядом со мной Дэнди, игрок команды Нави. Даня, привет! Привет. Э, У нас предтурнирное интервью. Хотелось бы расспросить тебя побольше о всех моментах, которые происходят до турнира обычно. Прежде всего, как вы долетели сюда? Были какие-то сложности? Как перелет прошел? Отлично, мы летели. У меня все было хорошо. Летели почему-то бизнес-классом, но не всех. ВОЗ летел экономом, поэтому все хорошо. Была информация, что ты чуть ли не остался в Амстердаме. Это все неправда, враки. Я потерял паспорта, но я их нашел. Вот. Ну, можешь рассказать об этом? Эм, Значит, я даже боюсь начинать эту историю. Сел я отдохнуть после тяжелого дня. Вот. Рядом сидела тетя. Потом я встал, ушел оттуда. Оказалось, что я оставил там паспорта. Я вернулся, а тетя говорит, а я ваши паспорта зубной фее отдала. Вот. Ну и по итогу искали, и оказалось, что зубная фея прилетела на information desk и оставила там паспорта. Но вы их сразу не нашли, и по громкоговорителю только вам сказали, что паспорт есть, да? Мы вначале пришли туда, там их еще не было паспортов, потом мы пошли куда-то еще, а потом, да, громкоговоритель. Как ты переносишь сейчас вот эти транснациональные, международные перелеты? Есть ли у тебя какой-то джетлаг, или ты уже привык вот, быть в Америке, и для тебя это не особо влияет смена часовых поясов? Ну, у нас не особо большая смена часовых поясов, потому что мы просыпались всегда в обед, вот, и играли до ночи, и потом ночью шли домой, ложились спать. А здесь мы просыпаемся рано утром, разница с Европой 9 часов, с Украиной 10 часов, с Россией 11 часов. Вот, то есть плюсовать нужно ко времени. Соответственно, ну, небольшая разница. Но сегодня я проснулся в 5 утра, потом в 6 утра, то есть не поспал хорошо. Поэтому джетлаг вроде как есть, а перелеты очень приятно было лететь в бизнес-классе, потому что там можно лечь поспать. Вот. Спасибо, Вал, за это. Спасибо, да, я не знаю, почему так. Завтра стартуют валд-карт матчи. То есть определиться последние финалисты, участники гранд-финала. Какие у тебя прогнозы, как думаешь, кто выиграет? Ставишь ли на кого-то? Я буду болеть за наших ребят. Вот. Из Virtus.pro. Прогнозы с большой вероятностью они же и выиграют, мне кажется. Но вообще непонятно. Вот. Не буду ничего говорить по этому поводу. 10 миллионов призовой фонд, которого никогда не было еще в истории киберспорта. Ощущается ли какое-то давление психологическое? Пока нет. Пока не особо. Не думал о деньгах особо. Ну, как бы приятно, конечно, что такой призовой. Но основная цель выиграть турнир не из-за денег. Хотя всегда задумываешься потом и о деньгах тоже, наверное. Нету пока никакого прессинга. Ну, как думаешь, чем ближе будут вот официальные игры, официальные матчи, когда ты уже будешь понимать, что ты прошел, не прошел, там оно будет ощущаться, как думаешь? Ну, конечно. Скорее всего, ну, нервы-то будут, но это не из-за того, что там 10 миллионов и все такое. Вот, Best of 1 играть, эти групповые, потом Key-арена, конечно, везде будем переживать, я уверен. Давай вернемся немножко к буткемпу. Вы провели там почти 2 недели в Кёльне. Как оцениваешь вообще вот ту подготовку, если не брать в расчет результаты на ESL One? Мы много играли, больше, чем когда-либо вообще, мне кажется, чем на любом буткемпе. Был довольно-таки продуктивный буткемп. Даже до ESL он был более-менее продуктивный. Я, в принципе, доволен. Да, мы даже выигрывали. Обычно мы на буткемпах все время проигрываем. Но, может, это и не к добру. Потому что обычно мы проигрываем, а потом приезжаем, начинаем выигрывать. А тут, может, наоборот будет. Как и с кем тренировались? По сколько часов играли в день? По сколько часов не помню, но в среднем по 6 и больше игр играли в день. Вот. Но больше просто тяжело сыграть. Во-первых, если подходить с полной там концентрацией, серьезностью к игре, то после 6 игр ты как выжатый лимон уже. Ну и договариваться нужно с командами. Там с одной с командой сыграл 3 игры, потом с другой 3 игры, и уже просто найти команду тяжело. Вот, тоже. Какой вопрос был?
Ты ответил на него. Вопрос у меня следующий. Почему решили играть, собственно, в Германии, а не в Киеве, в Украине? Э, Чтобы разнообразить как-то обстановку, потому что в Киеве она более домашняя, плюс хост живет в Киеве, он ночует не с нами, может порой пропасть, а тут мы все вместе, все делаем вместе, вот. И нам, так как мы не в домашней обстановке, мы не можем никуда никто уйти, и мы просто тренируемся и больше ничего не можем. Вот. Слушай, а вот этот марафон июньский, июльский, самые, наверное, изматывающие месяцы вот в этом году? Или были у тебя такие месяца, когда ты понимал, что вот ты столько играешь, столько ездишь, что ничего другого уже, ну, как бы нет времени отдохнуть? Да, есть, конечно. Я, считай, постоянно от чего-то отказываюсь, от того, что я бы мог получить, то есть отдых где-то там, тут, от кучи поездок ради того, чтобы потренироваться лишний раз. Я этому занятию, скажем так, уделял очень много времени, особенно последний год, чтобы доказать себе, что мы можем опять что-то выиграть. Вот. Хотя это командная игра, это зависит все от команды, но я буду стараться показать хороший результат. От чего конкретно тебе приходится отказываться? Были ли какие-то серьезные жертвы вот в твоей жизни? Конечно, ну, я не знаю, что именно серьезно для себя, ну, поездки всякие куда-то, вот, с семьей там и так далее. Частенько. Понятно. Только, ну, разное. Не хочешь говорить об этом? Да, тут нечего говорить. Понятно. Хорошо. Давай вернемся к ESL One. Результат неутешительный. Был ли какой-нибудь стол переговоров или разбор полетов после этого турнира? Мы пообщались, мы особо сильно не расстроились, мы знали причины поражения, что нам нужно чуть-чуть поменять. Вот, в принципе, команда ЕГЭ очень сильная, и у нас были шансы выиграть хотя бы вторую игру. Первую, в принципе, тоже, наверное, но там намного сложнее. Ну, вторую точно мы могли выиграть. Вот, мы ее отдали в конце очень резко. Да, мы пообщались, пришли к каким-то выводам. Поиграли много кланворов с командой ЕГЭ тоже потом на буткемпах. Результаты на ESL One как-то повлияли на то, что теперь у вас появился тренер? Эта идея пришла спонтанно. Кому? Вначале, на самом деле, мне. Я хотел ее озвучить, но забыл. И потом через день или полтора она пришла Куру с Пупеем, они ее озвучили, и я такой, о, да, я тоже, мол, типа, хотел об этом сказать, и мы в один голос назвали одного и того же человека. Вот. То есть, в принципе, вот основная инициатива сейчас от Куроки и Пупея была? Да, наверное. Ну, вообще это общее решение. Мы обсудили все вместе и приняли решение. Насчет решения понятно. А сама идея вот того, что Габлак будет вашим тренером, в чем, по твоему мнению, будут заключаться его обязанности? Ну, он очень опытный игрок, и он капитан своей команды тоже. Он очень хорошо разбирается в этой игре Dota 2. И он очень может много полезных советов дать, и он очень сильно экономил наше время и на кланворах, то есть, по сути, нам не приходилось сильно рассматривать реплей, потому что он все время, видел свысока, что происходит, и давал какие-то советы со своей стороны, то есть он мог очень адекватно расценить ситуацию, причем не предвзято никому, и его слушают все, поэтому я очень доволен. Я предполагал вот в видеодневнике, в первом видеодневнике, что он может служить неким буфером, когда один игрок не воспринимает критику от другого игрока. И вот через него ее можно каким-то образом донести адекватно, аргументированно. Что ты думаешь об этом? Да, абсолютно правильно, так и есть. Это тоже одна из больших плюсов, скажем так. Что касается стратегии, пиков, банов, будет ли он принимать участие вот на подготовительном этапе в этом? Да, конечно, я думаю, так мне сложно сказать, конечно.
Но он не имеет права уже находиться нигде, где мы будем пикать, вот, но он будет нам давать, я уверен, советы, он и уже дает, вот, и мы все вместе что-то обсуждаем, все вместе приходим к какому-то общему мнению. Поэтому, ну, одна голова хорошо, а 6 голов лучше. То есть он будет неким композитором, который будет писать для вас, скажем так, музыку игры. Можно так выразиться? Нет, нельзя. Потому что все-таки как команда мы делаем все то же самое, что мы бы и делали, вот, но он вносит свои коррективы. Как ты вообще относишься к тому, что вот вы в кабинках находитесь пятером? Может быть, нужно, чтобы кто-то был менеджер или, собственно, вот такой вот тренер? Или ты согласен с тем, что вот во время игры именно должны быть только вы? Я согласен с тем, что во время игры должны быть только 5 игроков, потому что когда находится кто-то шестой, и он имеет право на то, чтобы помогать, говорить что-то, тогда смысл, сложность игры теряется, потому что в этом одна из самых основных сложностей игры в доте, что именно тебе нужно очень много ресурсов тратить на все, на общение, понимание, расценку ситуации, там мэп-контроль, микро и макро, и все. Вот. А тут, скажем так, человек шестой, он может несколько пунктов отсюда убрать, взять на себя, что облегчит игру, и более слабые игроки смогут показывать. Возможно, это расширит большее количество людей, которые играют, ну, на высоком уровне, вот, но на деле я считаю, что это неправильно. Ну, я уже объяснил, в принципе, почему. Ну вот, если, может быть, странным покажется, но если сравнивать Доту с League of Legends, то там тоже есть тренер и есть еще аналитик. То есть, в принципе, наверное, как бы движение вот в эту сторону. И можешь ли ты сравнить в том, что киберспорт движется по направлению профессионального спорта? Сложно сказать. Все потихоньку меняется. И, скажем так, Dota 2 становится более профессиональный подход к этой игре со всех сторон. Как-то так. Как думаешь, другие команды будут принимать вот этот опыт подключения новых игроков, тренеров? Возможно. Я не думаю, что это... На самом деле сложно сдержать коллектив, во-первых, после International на протяжении всего года. Во-вторых, сложно найти тренера, который будет очень сильным в игре и захочет заниматься этим делом на протяжении всего года. Поэтому мне кажется, что нет, не будут пока, но в будущем, да, будут. Можешь проанализировать сейчас уровень китайских команд? Смогут ли они составить конкуренцию, так скажем, европейской доте? Кто является фаворитом из этих двух вот категорий? Я думаю, из двух категорий, скорее всего, фаворитом являются все-таки Азия, то есть Китай. У них есть топовые коллективы, которые, мне кажется, более сильные, чем топовые коллективы Европы на данный момент. Но я могу ошибаться, вообще все примерно равны. И каждая команда может выиграть у каждой, особенно в Best of 1. Вот. Но мы это увидим все в скором времени и увидим, кто на самом деле в фаворитах. Вот. Команда Na'Vi топ-15-16 возьмет, я думаю, с легкостью. Вот. Ну а выше придется бороться с топовыми коллективами. Если говорить о составе участников, могли бы быть здесь сильнее команды? Или это именно вот тот топ, который заслуживает быть на интернешнале? Мне сложно об этом говорить. Я думаю, что все справедливо, и те, кто должен был оказаться на интернешнале, оказался на интернешнале. Этим занимались Valve, и это была их задача, чтобы так произошло. Поэтому я думаю, что все, кто здесь, все заслуженно. Еще Габлак, ну, и дно. И питон лесной. Мы попозже с Артуром тоже пообщаемся, он подробно все расскажет. У меня вопрос о Na'Vi US. Как ты отнесся к тому, что вот под эгидой Na'Vi появилась еще одна команда, тоже по доте? Я уже кому-то отвечал на этот вопрос, мне даже кажется из Na'Vi. Ну да ладно. Я с удовольствием отвечу еще раз. Единственное, что меня расстроило, что я об этом даже не знал. Да. Я тоже не знал. Вот, и я узнал практически чего. Вот ты врунишка. Ну вот это меня расстроило. А так, я очень рад, что команда Na'Vi развивается и выходит на американский рынок. Нет?
Не выходит на американский рынок, я не знаю, короче. Что скажешь об их уровне игры в доту? Нави US. Нави US очень сильный. Давай еще раз. Ничего не заходит. Давай. Что ты скажешь об их уровне игры, конкретно в игру доту? А что ты ржешь-то? Ты не уважаешь Нави US? Я уважаю Na'Vi US. Что ты думаешь об их игре в доту? Я не могу отвечать ему на этот вопрос. Да. Я считаю, что Navi US... Я считаю, что Navi US очень сильная команда. Да, но что ты думаешь об их уровне игры в доту? Подожди, давай еще раз. Я не останавливаю. И я считаю, что Navi US на International. What the fuck? Ладно. Na'Vi US очень сильная команда. Да. Я считаю, что Navi US очень сильная команда, и у них есть... Так, соберись. Я собран. Ты плачешь уже. Я считаю, что Navi US очень сильная команда, и у них есть все шансы выиграть этот International, если они соберутся с мыслями. С кем бы ты хотел сыграть на этом интернешнале? На этом International я бы хотел сыграть с командой Rockskis, но, увы, она дисбанднулась. Большое спасибо тебе за интервью. Желаю удачи в ближайших играх. Есть что сказать напоследок? Спасибо нашим спонсорам. Спасибо нашим фанам, всем, кто нас поддерживает. Я вас очень люблю. И Артур тоже. Это был Дэнди.